Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто мечтает о вас? Какая женщина мечтает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. Вот знаете, несмотря на то, что у вас еще совсем недавно вот случился какой-то вот очень негативный период, да, вот сейчас вот как-то у вас начинается период света, радости какой-то, вот позитива. По крайней мере, вот вы уже, может быть, пусть даже пока на уровне мечтаний, мыслей, но вы уже как-то вот настрой на позитив у вас. Вы мечтаете о женщине, простите. Вы хотите вот встретить женщину, но не лишь бы какую. Вот несмотря на то, что некоторые мужчины говорят, что им все равно какая женщина, ну, внешне я имею в виду, главное, чтобы человек хороший. Но это не так, я вам скажу. Все равно, пусть в душе, но вы мечтаете о красивой, ухоженной женщине, о самодостаточной женщине. Вам не нужна серая мышка. Вы хотите все равно красивую, фигуристую женщину, лишь бы с кем вы не свяжетесь, это однозначно. Причем, может быть, даже вас привлекают вот женщины такие более активные, знаете, вот не домоседки. Домоседки для вас, наверное, вот скучноватые почему-то кажутся. Так. Да, у вас был период довольно мрачный. У некоторых, может быть, и сейчас еще он не до конца закончился, да, может быть, у вас свежее расставание, недавний развод был, да. То есть вы стоите перед неким выбором, как жить дальше, что делать дальше. Да, вы нацелены на светлое будущее, но как-то вот вы еще думаете, а как это будущее построить, а с кем вы его будете строить, да, вот у вас такое состояние, как будто... Вот знаете, оно мне напоминает, как будто стоишь вот на берегу моря и ждешь, когда приплывет твой корабль, вот корабль счастья и удачи. Вот и вы, да, вот как эта девушка, вот выглядывает в окно, вот вы уже ждете вот светлого будущего, да, что к вам придет новая женщина, к вам придет счастье, любовь. Вот вам этого хочется. Хочется какой-то радости в жизни, потому что ну, у вас очень такой длительный, скорее всего, был период затишья, какой-то период печали, грусти какой-то, да, вот ваш именно вот период переживаний. И сейчас вам уже хочется какой-то радости, бодрости, вот взбодриться, но хотелось бы вам взбодриться с женщиной. Итак, давайте-ка посмотрим теперь, какая женщина пришла к нам сегодня на расклад, которая мечтает о вас, а вы вспоминайте. Это женщина из прошлого. Вы эту женщину знаете. Причем я не могу сказать, что у вас была семья с ней. Скорее, это не та женщина, потому что с ней у вас, может быть, отношения у кого-то были, да, это и далекое прошлое, у кого-то, может быть, легкий роман был. Женщина, но она, в общем-то, немало зарабатывает. Она не серая мышка, она не бедная, она веселая, она солнечная, такая радостная. В чем-то она может быть даже, знаете, вот жадноватая к деньгам, любящая деньги, да. От этой женщины еще возможно, что вы ушли, да, может был какой-то роман, и вот вы ушли, да, скорее всего у вас это какая-то история была любовная, либо же, ну, почти роман, да, вот какая-то симпатия была. Но, может быть, до конца и не случился роман, что-то помешало. Но вот как-то она до сих пор, она вот не может вас забыть. Это может быть и по работе, это где угодно может быть. Эта женщина, эта история с ней была, да, командировки, там соседки у кого-то, там в компании, да. У кого-то, может быть, это был одноразовый интим. Но женщина не может вас забыть, я вам скажу. Давайте-ка еще посмотрим, может быть, поможет вам узнать ее. Что это за женщина? Ну, то, что вы с ней общались, это точно. Это женщина одинокая.
У нее был такой довольно сложный период в жизни, и финансовый в том числе. Она тоже расходилась с мужчиной, у нее были проблемы с мужчиной, проблемы в отношениях. Она такая вот привыкла быть по жизни победительницей. Она очень активная. Да, но у нее довольно такой нелегкий период был. Может быть, она даже куда-то переезжала, либо сейчас переехала. Так, конфликт. Вот может проигрываться, даже у вас был конфликт с ней. Ну, скорее всего, вот это какая-то дама, вот с которой у вас какой-то роман или же почти роман был. Причем она такая, знаете, даже может быть, когда вот вы с ней были вместе, вот, она как будто вот инициативу в руках своих держала. Она, может быть, больше бегала за вами, там звонила, писала, свидания назначала. Ну, то есть она держала, либо же пыталась держать вот ситуацию в своих руках, что вам, может быть, даже не очень нравилось. Потому, наверное, вы избежали от нее, что она уж слишком активно и резко взяла вас в оборот. Так, еще что за женщина это? Она была семейная, да, у нее семья разрушилась. И ей очень хочется быть любимой. Вот ей нравилось, знаете, вот именно общение с вами. У тех, у кого из вас был, допустим, секс с ней, постель, ей нравилась постель с вами, ей нравились отношения. Но еще не исключено, что на момент, вот, когда вы общались, она еще могла быть замужней. Я не скажу, что она гуляка, нет, эта женщина не гуляка. Но вот именно на момент вашего общения она могла быть замужней. Да, она могла быть на грани развода, но все-таки еще она была тогда не свободна. Она очень хочет вот вернуть с вами отношения. Она не знает, как это сделать, понимаете? Вот она думает, она мечтает. У нее, в принципе, есть и ваши данные, у нее есть контакты ваши, да, она, если захочет, она, в общем-то, может вам и позвонить, написать там в тех же соцсетях, менеджерах, господи, мессенджерах, то есть. Ну, то есть, она, если бы хотела, она бы позвонила, но вот почему-то она боится. Вот она боится, что вы ей откажете. Вот она боится, что вы не захотите с ней общаться. Чего еще? Вот она, да, вот она ждет шанс, она хочет с вами снова быть. Она вспоминает, она мечтает, но она боится, что вы ей разобьете сердце, что вы, допустим, снова уйдете, да, вот не захотите с ней. Либо что-то помешает. Но она очень боится вот именно вот что ей повторно разобьют сердце. Потому что у нее очень проблематичные были вот отношения с прежним мужчиной, да, с которым она разошлась. Да, у нее была семья, там отношения, но она разошлась. Было ей очень больно. И она боится, что эта боль повторится. Поэтому она сейчас, знаете, вот сидит, сама с собой мечтает, не может придумать, как ей быть, что ей делать, да, как вот вернуть вас. С одной стороны и гордость как бы не дает, а с другой стороны хочется, да, вот у нее полно негативных мыслей. Вот она, знаете, она уже вплоть до того, чтобы обратиться к магии готова. Вот она уже даже такие мысли допускает, может быть, магически, там, приворот на вас сделать, да, это грех, такое делать нельзя. Но уже даже такие мысли вот у нее появляются. Она не знает, у нее просто уже как будто отчаяние. Она, видите, она и по дьяволу, она очень вспоминает вот именно ваши отношения, интимные в том числе, вот если они были. Ей хочется начать с чистого листа именно с вами. Понимаете? Вот так вы ей запали в душу, что ну, не может она вас выбросить. Хотя у нее были другие мужчины, она общалась, но как-то вот не может забыть она именно вас. Почему не может забыть? Потому что вас она считает очень таким сильным мужчиной. Она считает вас, вот знаете, ассоциация вот как с этим львом, да, вот сильный мужчина, который может и добычу принести,
и помочь, и поддержать, с которым можно быть за каменной стеной. Вот ей очень хочется тех эмоций, тех чувств, которые она с вами переживала. Пусть даже вы не такие близкие были с ней, но она была реально влюблена в вас. И сейчас до сих пор она влюблена в вас, и она не может вас забыть. Поэтому вот такая у вас как бы и тайная, и не тайная поклонница, да, вроде бы она и была с вами, то есть вы ее должны знать, но она сейчас не проявляется, она не знает, что ей делать, она не знает, как ей быть, она запуталась. Вот именно это такое, наверное, самое подходящее слово, что она запуталась. Запуталась в своих мыслях, а у нее сейчас много негативных мыслей. Она не знает, что делать, как быть с вами. То есть вот такая вот тупиковая у нее ситуация. Она сама себя вогнала в нее, казалось бы, можно, ну возьми, да, ну напиши, ну смайлик хотя бы пришли, хотя бы как-то начни общение, да, с человеком. Ну, она пока не решается, вот она не знает, что ей делать. Вот такая дамочка мечтает о вас. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!